Они встретились на съемках фильма «Кристина» в 1958 году. 20-летняя Роми Шнайдер, воспитанная стеснительная девушка из творческой немецкой семьи, уже знакомая всем по роли юной принцессы Сиси. Warum sprechen Sie nicht weiter? Ich darf nicht, Majestät. И 23-летний красавец Ален Делон, никому неизвестный и типичный плохой парень. На этот фильм он делал большую ставку. Несмотря на их различия, к концу съемок они уже планировали дальнейшую совместную жизнь. Во время работы над фильмом Роми так полюбила Францию, что когда Делон попросил ее переехать к нему в Париж, она сразу же согласилась. Во Франции ее окружает светская жизнь и знакомство со знаменитыми людьми, которые во многом помогут ей стать настоящей звездой кинематографа. Ален Делон тоже начинает набирать популярность. Его стремительно идущая в гору карьера и образ жизни начинают вносить изменения в их отношения. Теперь они тяготят Делона. Порой его резкость граничит с жестокостью. Все чаще гуляют слухи о его романах, в которые Роми еще не верит, пока в один прекрасный день не обнаружила их квартиру пустой, а в ней записку о том, что он уехал в Мексику и не один. Их отношения продлились 5 лет, и такой предательский разрыв стал для нее настоящим испытанием. Она долго не могла осознать случившееся, топя свою боль в алкоголе. Глубокая депрессия вылилась в попытку покончить с собой. И лишь спустя почти 3 года немецкому актеру Гарри Майну удалось таки воскресить кинозвезду Роми Шнайдер. Переехав к нему в Германию и родив сына, она потихоньку налаживала свою жизнь. Но этой идиллии не суждено было продлиться долго. В ее судьбе опять появляется Ален Делон. Закончив очередной роман и приобретя кучу неприятностей, он обращается к ней за поддержкой, заново бередя ее сердечные раны. Следуя чувствам, она бросает свою семью и едет на совместные съемки с Делоном, результатом которых стал фильм «Бассейн», жемчужина мирового кинематографа. Их роман, вспыхнувший заново, привлекает внимание общественности. Пресса пестрит фотографиями и громкими заголовками. Ее муж Гарри Майн подает на развод, а спустя пару лет повесится на ее шейном платке. До конца жизни Роми винила себя в произошедшей трагедии. А после выхода фильма «Бассейн», вернув себе популярность и благоговение судьбы, Делон наносит очередной удар, оставляя ее. Пытаясь заглушить боль предательства и потери, она с головой окунается в работу. С какой-то нечеловеческой выносливостью она снимается в кино, оставив после себя внушительную фильмографию. Позже Роми еще раз выйдет замуж и родит дочку, но судьба продолжит наносить ей удары. В 14-летнем возрасте погибнет ее любимый и единственный сын. После этого события оправиться она уже не смогла. Как-то в одном интервью, когда ее спросили о роли принцессы Сиси, она горько усмехнулась. «Я уже не принцесса Сиси. Я несчастная 42-летняя женщина. Меня зовут Роми Шнайдер». Спустя год актрисы не стало. В начале ее звездного пути, обещавшего ей безоблачную жизнь и карьеру, никто не мог предположить, какими трагическими событиями будет наполнена ее судьба. Их историю любви с Аленом Делоном причисляли к самым громким романам 20-го столетия. А нам остается любоваться этой парой в совместных фильмах и на фотографиях, где они выглядят очень счастливыми. Ну а я хочу напомнить, что у нас появился новый телеграм-канал, где мы рассказываем еще больше интересных историй, а также новости из мира кино и шоу-бизнеса. Поэтому присоединяйтесь, будет интересно.